Так, друзья, всем привет. Напишите вот тут вот, если меня видно, слышно, чтобы я понимал, что я не в пустоту разговариваю. А то бывают случаи, э, что начинаешь прямой эфир, а с камерой что-то не так. Так, плюс, все, окей. Мы онлайн, вы меня слышите, вы меня видите. Это меня очень радует. Поэтому мы с вами начинаем. Витаю, витаю. Мы с вами начинаем. Сейчас я ищу вопросы ваши. Ищу ваши вопросы. Так, друзья, для тех, кто в первый раз, напоминаю, значит, какой у нас формат. У нас и была в чате учеников ссылка на вопросы для этого эфира через Google форму. Кто задал вопросы, мы в приоритетную очередь на них отвечаем. Во вторую очередь отвечаю уже на вопросы вот из этого чата. Так, сейчас, секундочку, найду вопросы. Так, так, так. Вот так вот бывает. Не скинула мне команда, не подготовили. Но-но-но, команда, что это такое? Так, поехали. Друзья, вопросы из формы. Вот так вот форма выглядит. Так, сегодня у нас какое число? 30-е. Все, вот одни вопросы. Поехали. Павло, поїхали. Напрямок e-commerce. До прикладу, використовую Performance Max максимум конверсії. На початку без ціни за конверсію. Окей. Потім після збору даних та статистики виставляю за покупку згідно статистики рекламної кампанії та збільшую бюджети декілька разів. У результаті не витрачається весь бюджет і низька кількість конверсій. Чому так відбувається? Що реклама без ціни за конверсію працювала краще, як правильно збільшити продаж? Логіка в тому, що без ціни за конверсію Google сміливіше може йти в ширину, сміливіше може показувати ваші оголошення. Коли ви щось лімітуєте, Google починає більш обережніше, щоб зберегти вам середню ціну за клік. Зазвичай, після того, як він нормалізується, як іде, отримує певну кількість конверсій, це все нормалізується. Ви можете на певний час залишитися на стратегії максимум конверсій, просто знаючи, що в певний момент можуть початися дуже великі флуктуації ціни, тобто дуже дорогі конверсії йти. Але я б радив триматися от на цій конверсії, як ви написали, максимум конверсії, до тих пір, поки ви не накопите достатньо даних, поки ви не побачите, що алгоритм почав дуркувати. Так, друге питання від Павла. Що значить, коли у статистики конверсії відображуються 5,9 або 8,5? Це, мабуть, питання, яке на кожному ефірі питання-відповідь задають. На кожному. Як може бути конверсія дробна? Це називається атрибуція. Коли у вас людина зреагувала, наприклад, людина прийшла, клікнула по рекламі, одній вашій рекламі, пройшов тиждень по другій вашій рекламі і купила. І Google вважає, що половину конверсії принесла ця реклама, половину ця реклама. Ось звідки дробно. Атрибуція. Далі, Максим. Игорь, добрый день. Сталкивались ли вы с верификацией кабинета на криптовалюты? Ну, сталкивался. Как проходить данную верификацию? Подать сертификацию, документы? Что делать, если твой продукт Google ошибочно посчитал за деятельность криптовалюты? А также встречались ли вы финансово? Можете, чтобы... Смотрите, разделяем. Вопрос задан, встречались ли вы с сертификацией криптовалют? Встречался. А потом вы пишете, а нас ошибочно. Если вас ошибочно посчитали, вам не нужно сертификацию проходить как криптовалюты. Вам нужно пойти в
техподдержку Гугла и написать им письмо апелляции, что мы не имеем отношения к криптовалютам, пожалуйста, пересмотрите, живой человек. Это автоматом возникает эта штука. То есть первый вопрос – писать техподдержку с просьбой пересмотреть. Второй вопрос – финансовая верификация. Финансовая верификация, опять же, если речь финансовая верификация бизнеса, то есть верификация рекламодателя, то на YouTube-канале у меня есть видео, как ее проходить, то есть если это верификация бизнеса. Если это верификация компаний, предоставляющих финансовые услуги, то там есть перечень документов согласно страны, в которой вы ведете операционную деятельность. Готовите документы, ну, то есть у вас должна быть какая-то финансовая... То есть, грубо говоря, если вы там банк в Ирландии, то у вас должны быть соответствующие документы, доказывающие, что вы можете вести финансовую деятельность в Ирландии. Вот их вы прикладываете в зависимости от требований каждой отдельной страны. Обычно, когда всплывает сообщение в Google Ads о подтверждении, если это финансовые услуги, они пишут, для какой страны подтверждать. Так, Варвара. Игорь, подскажите, пожалуйста, в Google Ads вместо медийной рекламы используется форма создания спроса. Какие есть ключевые нюансы создания такой кампании, если меня интересует именно инстрим видеореклама? Можно ли добиться такого же качества и эффективности, как раньше в медийной рекламе, и как правильно настроить ее, чтобы получить сопоставимый результат? Тут вы немножко путаете. Медийная реклама – это дисплейная реклама, это КМС, она существует. Вы же говорите инстрим видеореклама. Инстрим видеореклама – это в прошлом видеокомпании. Google от них отказался в пользу Demand Gen, компании по созданию спроса. Можно настроить на ту же эффективность. В Магия Google 4 я обновил модуль по видеорекламе, там появился этот урок. Можете посмотреть. Логика такая, что вы в Demand Gen компании можете оставить показ только на инстрим. И вот вам вуаля та же видеореклама. Так, Анастасия. Украина, интернет-магазин, специфический товар, гарнитура для военных. Конкурентов хватает. Реклама Pimax на все товары и на некоторые категории по дублированным фидам. Пара поисковых компаний. Была полная ревизия рекламного кабинета. Пришлось полностью перевести на новые компании. Все создавалось с нуля. Прошлые компании были неэффективны, на них забили, рентабельность не превышала 200%. За 1,5 месяца работы новых компаний рос 600%. Топ. Супер. Было 200, стало 650%. То есть фактически в 3,5 раза рост, даже в 3,75. После этого все снова пошло вниз. Сейчас практически нет конверсии. С чем может быть связано такое резкое падение покупок, если в компаниях ничего особо не менялось за этот период? Также заметила, что за один день все хорошо, потом тишина на несколько дней. На самом деле Google так себя ведет, когда алгоритм недостаточно обучен на данных на конверсиях. То есть он не понимает, может ли он свободно запускать рекламу. Ведь смотрите, в Google Ads, особенно в поисковой рекламе, несмотря на какую бы вы стратегию не выбрали, целевая цена за конверсию, максимум конверсии, оплата всегда идет за клик. И Google оптимизируется под клики. Google запускает рекламную кампанию, снимает с вас деньги за клики, но старается оптимизировать эти клики под конверсии. Соответственно, если он не понимает, сможет ли он вам привести эти конверсии, он предпочитает даже клики не запускать. В вашем случае, скорее всего, или недостаточно статистики, или есть какие-то пожиратели бюджета. То есть внимательно просмотреть поисковые слова, поисковые запросы, по географии отчет, по аудиториям в наблюдениях отчет, по демографии отчет. Посмотреть все эти отчеты, нет ли чего-то, что сжирает деньги и начало их жрать вот после какого-то момента. Возможно, какое-то слово добавили, возможно, что-то еще. То есть нужно смотреть по каждому срезу данных, нету ли какого-то перекоса. Ну и еще полезно посмотреть график, вывести по эффективности, по количеству конверсий, и вот сразу перед падением открыть историю изменений, посмотреть, может, вы что-то маленькое, незначительное поменяли, и оно возымело такой эффект. Алекс. Как построить рекламную кампанию при очень низких показателей декомпозиции? Я заполнил и получил результаты, при которых моя реклама принесет мне убытки. Исходные данные. Онлайн-цветочный магазин. Ванкувер, Канада. При анализе ключевых слов всегда получается отрицательный результат. Единственный способ, чтобы нагнать трафик, это использование аудитории с ключевыми запросами Send Flowers to Vancouver. Но данная диспозиция дает результат только если
использовать все ключевые слова, предлагаемые планировщиком. Это будет около 1500 запросов. И это даст конверсию 8-9. Это мало, так как результат, необходимый для компании, в десятки раз превышает. Сейчас, видимо, происходит провал рынка, и это может вне логистики стандартной оценки происходящего. Какой алгоритм можно применить в данной ситуации? Вы можете проверить эти данные по основным ключевым показателям цветочного магазина. К сожалению, у меня нет справочника основных показателей для цветочных магазинов в Ванкувере. Нет такого, забыл справочник для Ванкувера. Но средний чек 75-100, 100-150. Себестоимость 50%, максимум 60, то есть 35-50, 50-75. Это включает стоимость закупки, инвентаря, зарплаты, расходы. Как построить рекламную кампанию на упавшем рынке, когда максимальное количество используемых ключевых слов не окупает бизнес? Ну, это вопрос, знаете, не для вебинара вопрос-ответ, это вопрос для антикризис-менеджера или как минимум стратегической какой-то сессии. Типа часа 3-4 покрутить бизнес со всех сторон. Если вкратце, смотрите, первое, рекламируются ли они конкуренты, по каким ключевым словам. Если конкуренты рекламируются по этим ключевым словам, и конкурент не 1, а 2, 3, 5, значит, они смогли сделать это прибыльным. Дальше. Берете по этим ключевым словам, переходите, делаете заказы у конкурентов. Смотрите, как они продают, что они допродают, как у них воронка работает, как у них маркетинг работает. То есть если они рекламируются, значит, это выгодно. Вряд ли, смотрите, может быть один конкурент глупый, который себе в минус работает и думает, почему у меня денег в бизнесе нету. Но если 5, 10, 15 конкурентов есть, и они по этим ключевым словам рекламируются, вероятность того, что все они глупые, очень низкая. Выше вероятность, что вы делаете что-то не так, как все они. И это что-то не так обычно лежит в конверсии посадочной, в воронке, в допродажах, в дальнейшем сопровождении, в lifetime value клиента. Вот там оно обычно лежит. Поэтому начать, конечно же, стать клиентами своих конкурентов, заказать у них эти цветы, допродать что-то, посмотреть, как оно будет потом. Это первый способ. Но вот копаясь в цифрах рекламы, вы не у вас вопрос фундаментальный. Как мой бизнес превратить из неприбыльного в прибыльного? Внутри рекламы это все равно, что, знаете, искать причину, почему не едет машина, копаясь в бардачке. Или в руль, смотря вот со всех сторон. Вот почему машина не едет? Может, с этой стороны руля проблема, с этой? А может, выйти колес нету, их украли за ночь. Первое, что в голову пришло. Вот, поэтому фундаментально смотреть. Используйте, рекомендую очень вам Search Formula OS. AI-инструмент для глубокого анализа компании. И ищите со всех сторон вот такие вот, то есть анализируйте конкурентов, что у вас внутри, что в середине. Это такой большой-большой комплексный процесс. Вот. Если будут какие-то конкретные вопросы, задавайте, вот, на которые можно ответить сразу, без анализа. Так. Дальше. Сергей. Как правильно организовать взаимодействие торговых и PMAX-компаний для того, чтобы не конкурировать со своими же объявлениями? Ну да, это называется каннибализация. В курсе шопинг формула плюс PMAX есть конкретный даже урок, как избежать каннибализации. Вкратце, 2 фида. Один фид для Performance Max, один для шопинга. Тогда нет каннибализации. Николай. Google сейчас не самый лучший способ привлечения клиентов. Поспорю. В некоторых нишах бесплатный TikTok продает хорошо. Окей. У вас есть соображение, что ситуация поменяется? Я вам так скажу, в некоторых нишах вообще сарафанное радио продает. В некоторых нишах листовки возле метро работают. Даже в одной и той же нише, в двух разных бизнесах, у одного может поисковая реклама классно работать, а у второго листовки у метро классно работают. А третий холодные звонки делает. Здравствуйте, а вам бухгалтерия нужна? А третий спам рассылает. Ну, это все каналы рекламы. Это знаете как,
А вот машину заправлять бензином дорого, ведь на скейте кататься же бесплатно, и тоже можно кататься. Ну, можно, наверное. Но это разные инструменты. TikTok органика и то есть TikTok органика, вы привязаны к чему? Постоянному придумыванию каких-то идей, постоянный творческий процесс. Как только вы начнете выпускать видео, которые не набирают нужную долю просмотров, у вас все упадет. YouTube Google реклама это про предсказуемый результат. Вы знаете, что вы столько вложили, столько получили, если все правильно настроено. То есть это вообще несравнимый, в принципе, инструмент. Так, Ольга. Вітаю, стоїть бюджет 450 гривень на день. Цінність конверсії 330%. Хочу збільшувати поступово. 10-30% на 3-6 днів. Починаю збільшувати. Все добре. Продажі є. Потім продажі провисають на тиждень, як спад росту. Я починаю знижувати назад бюджет, знову зростають і знову збільшую бюджет назад. Але хочу збільшувати бюджет до 1000 гривень на день і більше. То таким чином товчусь на місці. Може страх, що все нестабільно, що порадити? Як дійти до збільшення бюджету з просадками продаж? Ювелірка. Дякую. Дивіться, Ольга, нюанс в тому, що ви намагаєтесь грати одразу двома параметрами. Бюджетом і цінністю конверсії. Ці два параметри, вони критичні для реклами. Зміна одного з них призводить до таких флуктуацій алгоритму, а ви змінюєте одразу два. Тому перше, з'ясуйте для себе, що для вас першочергово. Збільшити обсяги, збільшуючи бюджет, чи першочергово на той же бюджет отримати більше продажів, збільшуючи цінність конверсії? Мабуть, відповідь збільшувати, масштабувати продажі. Тоді спочатку збільшуйте бюджет, отримуйте більше продажів, потім, коли ви успішно освоїте цей бюджет в 1000 гривень на день, починайте займатися збільшенням ефективності. Але це знаєте, це як тормозити і газувати одночасно. Не намагайтесь це робити, ви повністю зруйнуєте собі двигун. Спочатку розганяєте кампанію, збільшуєте бюджет потрохи, потім дивитесь, відрізаєте лишнє і вже працюєте над ефективністю, але не одночасно. Евгений, Игорь, приветствую. Привет, Евгений. Мой вопрос про разную стоимость конверсии. У одного ключевого слова разная стоимость конверсии в зависимости от отчета. В одном случае $100, в другом меньше 50. Как такое может быть? Проверка. Отчет по группам объявлений за 21 день. Стоимость конверсии $18. Отчет по ключевым словам 133. Отчет по ключевым словам по неделям. Стоимость не превышала 50. Отчет по ключевым словам по дням. За 21 день только одна конверсия. Стоимость 6. Отчет по поисковым запросам. 133. Потрачено 66. Потрачено 66, а стоимость конверсии 133, это говорит про атрибуцию. Значит, у вас там 0,5 конверсий посчитала, или даже может быть 0,1 конверсия. Смотрите, если в поле количество конверсий стоит цифра меньше единицы, то есть 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, то поле стоимость конверсии не является информативным. Информативным поле стоимость конверсии является, когда количество конверсий больше единицы. Что в вашем случае произошло? Смотрите. Есть, например, два ключевых слова у вас. На первое кликнул человек, через 3 месяца кликнул на второе и купил. И Google такой думает, ага, на второе ключевое слово 0,99 конверсии я атрибуцию сделаю, а на первое ключевое слово 0,01. То есть Google считает, что в общей ценности вот это первое ключевое слово всего лишь 0,01, 1% дало, а второе 99%. А стоимость клика была одинаковая, например, что там доллар, что там. Только в случае первое ключевое слово $1 поделить на 0,99 будет 1,1, да, стоимость конверсии. А во втором случае $1 поделить на 0,01 будет вам $100 стоимость конверсии. Но это же не объективно. Это просто математический трюк, будем так говорить. Математическая ловушка. Вот и все. Не анализируйте данные, где меньше одной конверсии. Так, Анастасия.
В настройках компании появилась новая функция удержания клиентов. Насколько она эффективна? Про какую функцию речь? Удержание клиентов. Где появилась? Я вот сейчас читаю, пытаюсь вспомнить. Ну, появилось несколько новых функций. А, наверное, не удержание клиентов. Наверное, они называются а, показ только новым клиентам или модификатор ставки для новых клиентов. Я без контекста. Смотрите, в интерфейсе Google Ads во всех компаниях, во всех настройках 15 тысяч разных параметров, элементов, 15 тысяч элементов. Почему я знаю? Потому что я когда-то, мне задача была составить словарь Google Ads, я помощнику отдавал эту задачу на разных языках. Вот 15 тысяч. Примерно каждый день Google меняет 5-10 из них. 5-10 из 15 тысяч. Знаю ли я каждый день, какие именно 10 изменений из 15 тысяч внес Google? Вряд ли. Знаю ли я общие какие-то элементы, когда вижу на них? Да. Запоминаю ли я их, чтобы понять, чтобы моментально вычленить по названию из 15 тысяч нужно? Нет. Поэтому, если дадите больше контекста, Анастасия, в чате, то скажу более точно. Так, Евгений. Когда я запустил рекламу Smart на Google картах салон красоты, был отличный отклик, были звонки, записи. Супер. С недавнего времени как будто упали запросы. По показателям вроде так же, но спрос упал. Подскажите, в чем может быть? Бюджет, сезон, ну, первый, да, сезон. Ну, сейчас как бы июль месяц по всему миру это сезон отпусков, кроме Австралии, наверное, и Южной Америки. И как бы, ну, сезонность это нормально. Плюс, если сезонность ярко выраженная, то Google карты могут вообще в ноль упасть из-за того, что алгоритм теряет связь с реальностью, не понимает, как дальше работать. Текст объявлений хороший, боюсь строго, чтобы не ухудшить качество рекламы. Смотрите, вы можете что сделать, Евгений? Вы можете создать новую вторую смарт-рекламную кампанию по той же логике, и там задать, раз по этой нет показов, попробовать немножко более широкие ключевые слова, возможно, более широкую географию попробовать. Вот. То есть эту не трогайте. Раз она хорошо работала, скорее всего, с сентября она хорошо заработает. Создайте вторую, и на ней все идеи тестируйте. Создайте третью, на ней еще какие-то идеи тестируйте. Еще вопрос от Евгения. Почему один из моих конкурентов, салон красоты, стабильно отображается в первой тройке Google карт, хотя у него не включена реклама? От чего зависит такой результат и что нужно сделать, чтобы также попасть в топ-3? Спасибо. Как раз в курсе о Google картах я рассказывал, что влияет рейтинг ваших Google карт, сколько у вас отзывов, какая средняя оценка, наличие ключевых слов в описании, частота обновления бизнеса. Но основной параметр – это рейтинг, расстояние до пользователя и релевантность запросу. Качайте рейтинг. То есть рейтинг – это расстояние до пользователя вне нашего контроля, потому что мы не можем пользователя поближе передвинуть. Обновление профиля в нашем контроле, обновляйте профиль и дополнительно качайте, просите отзывы у своих клиентов. Так, Олександр. Дякую за ці чудові вебінари. І вам дякую, Олександр, за зворотній зв'язок. Питання 1. У одній компанії DemandGen на посадково безкоштовний підбір CRM залишили фейкову заявку. Через Clarity бачу, що це реальна людина. Через 2 дні знову прийшла фейкова заявка вже з ремаркетингу GDN на ту саму сторінку і від тієї самої людини. Вона залишає різні контакти чужих людей і з одним і тим самим коментарем. Мені потрібні кошти. Як вимкнути показ для конкретно цієї людини? Не існує. Більш того, сама філософія таргетингу або виключення окремої одної людини повністю противоречить концепції privacy, приватності в інтернеті. Тобто основна ідея сучасного інтернету в тому, що він повністю анонімний. Якщо у вас з'явиться можливість одну конкретну людину виключати з таргетингу або включати
повністю губиться цей елемент анонімності. Тому не існує такої можливості, як одну конкретну людину видалити. Як видалити ці конверсії з навчання кампанії? Пробував завантажити таблицю з ретракт на його Google Click ID, але Google мені просить ще якийсь ідентифікатор замовлення. Да, ви можете через ретракт, можете через в меню є Conversion Exclusions, ви можете, якщо конверсій було небагато, і ви знаєте певний час, коли вони були, виключити їх за певним часом з певної компанії, знаючи, що там поряд не було інших конверсій. Сайт на Вебліумі, також запущені кампанії, інші. Окей. Питання 2. Що ви порадили по лідогенерації для B2B в Україні? Всі ці кампанії запущені, але генерують разом 15-20 заявок в місяць, з яких цільові десь 50-60. Ну це я вам скажу супер результат. Зараз не сезон, попит сильно впав, тому ціна конверсії височенна, та ще й фейкові заявки пішли. Я б вам рекомендував навчати своїх користувачів робити вебінари безкоштовно. От у вас ідея безкоштовний підбір CRM. А що якщо ви зробите вебінар, як самому, наприклад, не так, як навести порядок в своєму бізнесі? І на цьому вебінарі ви розкажете, що як можна вести правильно клієнтів, можна на колінці, можна там в Google Доки, можна в CRM, а CRM бувають різні, а ми допомагаємо підібрати. Тобто вебінар повинен давати людям користь, якусь значну користь, і при цьому зводити до того, що ми до вас, тобто я би органіку, особливо в періоди, коли просадка, покачав би органіку. І колаборації, партнерський маркетинг. Дивіться, ви підбираєте людям CRM. Кому потрібно CRM? Малому бізнесу, який тільки починає тому що у середнього бізнесу зазвичай вже є CRM, якась, або є інтегратори, або якісь постійні CRM. Відповідно, бухгалтери, юристи, всі ті бізнеси, які надають послуги новим компаніям, новим малим бізнесам. Агенції рекламні, партнерства. Приводите до нас. Тобто, ваш посил який? Наприклад, ви приходите в агенцію рекламну і кажете, якщо ви бачите, що у клієнта немає CRM, немає відслідковування конверсій, немає офлайн конверсій, скажіть цьому клієнту, внедріть собі CRM. Клієнт скаже, я не знаю, яку взяти. А от у нас є партнери, якими займаються. От таким. Я би так робив. Так, бонусне питання. Що думаєте про динамічне пошукове оголошення та про новинку в серч-кампаніях на основі шиї для пошукових кампаній? Фігня повна. Фігня повна тепер, зараз. Тобто в майбутньому може бути все чудово. Наразі це дуже сирий продукт. І я, і Макс, я маю на увазі. Вот. Так. Евгений. Добрый день, Игорь. Занимаюсь уже 13 лет рекламой. Класс. Веду топовых клиентов в разных странах с бюджетом в десятки тысяч долларов. Супер. Ко мне часто обращаются новые клиенты, которые не понимают ценности настройки ведения рекламы специалистам-экспертам, сравнивают меня с потоковым агентством. Как мне это знакомо? Где дешевле? Подскажите своего опыта, как решать эту проблему? В курсе по поиску вы говорили о построении личного бренда. Блог, публичное выступление – это единственный вариант для роста среднего чека на свои услуги. На самом деле, Евгений, вариантов есть несколько. То есть, чем классно построение личного бренда, что клиенты сами к вам начинают обращаться. То есть вот, например, я первый раз, когда в 2023 выступил у Перри Маршалла в Чикаго на конференции, ко мне после конференции просто поток заявок от клиентов, у которых рекламные бюджеты в миллионы долларов в месяц. Они говорят, Игорь, с Перри на одной сцене, Перри тебя представил, у нас никаких сомнений уже нету, мы хотим к тебе, все, давай работать, давай проекты, давай аудит делать. То есть это построение входящего потока клиентов, когда вы личный бренд строите. Когда вы не строите личный бренд, продажи зависят фактически от вашего внутреннего позиционирования. Как вы выходите на звонок с клиентом, как вы ищете клиента. То есть наверняка у вас уже есть какая-то модель, как вы выходите на клиентов, да, через, не знаю, бесплатные аудиты, через LinkedIn, через холодные, то есть какая-то модель. И судя по вашему вопросу, проблема как раз не в генерации
новых клиентов, а проблема, как отработать возражение, когда вы выходите на звонок с человеком, оглашаете ему свою стоимость, а он говорит: я вон агентство найду за $700, и они сделают не хуже. И вот этот момент, скорее всего, как нужно отработать. И на самом деле вот этот момент, он отрабатывается в голове. Когда вы четко понимаете вашу ценность, когда, ну вот, грубо говоря, приходит клиент, у него реальный случай из жизни. У клиента элитные товары дико дорогие, там от 30 тысяч евро за единицу. И он говорит: а почему ваши услуги стоят так дорого? Почему вы берете так дорого? Я ему говорю: вот я за $500 или за $1000 или даже за 1500 видел, почему у вас так дорого? Я в ответ говорю: а как вы думаете, тот специалист или то агентство, которое берет с вас там 500-1000 долларов, их специалисты понимают вообще ваш продукт, как его продавать, почему его продавать, как его рекламировать правильно, как подбирать аудиторию, какие тексты. Они смогут коммуницировать с вашими потенциальными клиентами через объявления на том уровне, на который необходим. Они знают, как работать с премиум-сегментом, где цикл сделки может быть полгода, где стоимость рекламы измеряется тысячами долларов и стоимость одной заявки. Ну, наверное, нет. Я говорю, ну вот в том-то и разница. В том-то и разница. Вы, когда покупаете Феррари, а у вас бизнес это Феррари, вы будете его обслуживать на гараже у дяди Васи, потому что у дяди Васи дешевле? Нет. Вы пойдете обслуживать в официальный сервисный центр. Заплатите в 100 раз дороже, чем в гараже у дяди Васи за замену масла. Но вы знаете, что это на пользу вашей покупки. Точно так же, когда у вас бизнес Феррари, а вы его отдаете в гараж дяди Васи. То есть я бы начал с четкого позиционирования, а про что вы и что вы можете дать клиенту такого, что не даст никто другой. Кстати, друзья, помните, на одном из прошлых эфиров «Вопрос-ответ» я рассказывал про AI-систему, которую я строю. Вот когда мы с вами на прошлом прямом эфире обсуждали Search Formula, AES, нейромодель клиента и бизнес-оракул из курса Search Formula, я вам говорил, что строю систему для работы с самым ценным нашим ресурсом, с мозгом, который мозг перепрошивает на правильное мышление. Я эту штуку доработал и даю бесплатно всем на тест. Кто хочет, welcome. Ищите меня в Фейсбуке, Игорь Равицкий на английском. Первый мой пост, последний, точнее, пост, там позавчерашний, по-моему, или пару дней назад, как раз, давайте вам ссылочку скину на всякий случай на Facebook. Последний пост, под постом плюсик ставите, и я вам отправлю. Называется Noesis Protocol. Первый уже там где-то 300 тестеров, 300 человек протестировали. Отзывы просто супер. Да, я сам кайфую, я сам эту штуку использую. Так, окей. Евгению ответил. Максим, в настройках компании указаны города. Стоит радиус 40 километров от одного города. Радиус перекрывает города. В опциях стоит только кто находится. Интерес отключен. Я получаю заявки из других городов и других штатов, где реклама не должна показываться. Я понимаю, что возможно 1-2 таких звонка. Но таких звонков 8-10. Google в отчете говорит, что звонок был из города, который в списке. Но мы спрашиваем у человека, где он находится, и эта геолокация не попадает в те компании, указанные на строках. Что делать? Проблема в чем? Проблема в том, что провайдер этого человека, через который он заходит в интернет, скорее всего, рапортует о другой геолокации. То есть это обычно на техническом каком-то уровне. Сбой на техническом уровне. Первое, что я вам рекомендую, это написать в техподдержку Google и попросить их проверить, что там были за адреса, что были, ну, то есть сформулировать свой запрос, что вот у меня настройки таргетинга такие, люди звонят из других городов. Проверьте, откуда люди приходили на самом деле, в чем может быть проблема.
Может быть проблема в таргетинге в радиусе, например, что он захватывает. То есть идея какая? Таргетинг в радиусе может захватывать уголок другого штата или другого города, и фактически, в этом уголке там какой-то дата-центр стоит, который близлежащих пользователей трафик собирает. То есть там технических нюансов может быть масса. Попробуйте убрать таргетинг в радиусе, свяжитесь с техподдержкой Google. Если глубоко копать, можно пойти в логи сервера, посмотреть IP-адреса людей, которые совершали конверсию, и проверить эти IP-адреса на предмет реально из какого они штата. Если вы обнаружите, что вам сервис, например, Whois показывает, что IP-адреса есть там из Делавера, а вы в Вашингтоне рекламу показывали, то это прямо вот идете в Google Ads, вот IP-адреса с сервера взяты, людей, совершивших конверсию. Вот мои настройки, что за фигня. Так, Максим, нужно ли настраивать аудиторию для поисковой рекламы? Да, в наблюдении однозначно даст ценные инсайты. Олег, как настроить отслеживание результатов лидгена в сфере услуг через номер, в объявлении и через лид-форму на сайте? Важно, что CRM-система отсутствует. GA4 на сайте настроена, заявки трекаются. Но хотелось бы видеть, какие компании, а еще лучше, какие объявления дают реальный результат. Не запросы, а заказы. Но при этом CRM отсутствует. То есть вам нужен какой-то сервис, заменяющий CRM. Знаю такой сервис. Kyle AI. Бета, не знаю, бета, по-моему, еще не вышла. Ссылку кинул. Зарехтесь как пребета-тестер. Там как раз все заявки собираются. Вы заявку отмечаете сначала валидной. Да, там логика какая? Все заявки с формы попадают в Kyle. Те заявки, которые вы, например, вообще человек не отвечает, вообще ноль, вы невалидные отмечаете. Те, которые хотя бы хоть какой-то живой человек, валидные. И потом среди валидных заявок вам человек заплатил $1000, вы идете, среди валидных заявок ищете того человека, который заплатил $1000, вводите в поле 1000, нажимаете «Применить», и эта конверсия уходит в Google Ads, и вы видите, какое ключевое слово, какое объявление принесло $1000. Вот. Игорь 1 запустил свою первую поисковую кампанию Филадельфия, США. Уход за пожилыми людьми. После отправки на модерацию прошло 10 часов. Модерацию прошел, реклама не идет. Все везде по нулям. Светится желтый треугольник. Not targeting relevant searches. Все остальное. Ну, 10 часов – это не срок для поисковой рекламы. Если бы 2 дня, и, Игорь, проверьте, за какую дату вы смотрите статистику. Я сотни, а то и тысячи раз сталкивался с ситуацией, когда человек говорит: запустил, не показывается реклама. Блин, что делать? Вот я сегодня утром запустил, уже вечер, ничего не показалось. И говорю: обратите, посмотрите в правый верхний угол, за какие данные смотрите статистику. И потом так: ой, за последние 30 дней по вчера. То есть за сегодня статистика не включена. И так сразу: ой. Поэтому первое, посмотрите, за какие статистика. Вторая, подождите хотя бы 2 дня. Если вы запускаете рекламу с полного нуля, то особенно если, я не знаю, являются ли пожилые люди sensitive категория, возможно, является. В таком случае даже после одобрения автоматикой нужно будет одобрение от живого модератора Гугла, то есть какое-то время, там до 2 дней может пройти до первых показов. Для абсолютно новой рекламы с нуля все может быть. Поэтому просто ждать. Ранее запускал на YouTube, были проблемы в компании. С поисковой, если проблемы в компании, вам подсветит. Возможно, слишком узкие ключи, слишком узкий таргетинг. Вопрос: как действительно понять, что есть проблемы в компании, или еще стоит подождать ее запуска? Смотрите, что в курсе «Магия Google 4», что в курсе Search iFormula, есть раздел, который называется «Troubleshooting». Там целый модуль
из 7 уроков, как понять, что в рекламе есть проблемы. Посмотри туда, просто смотрите этот урок, там 10-15-минутный, и проверяйте все как в уроке. 2. Вопрос по YouTube рекламе. Я запускаю на YouTube видео, подписки и взаимодействие. Все хорошо, подписки идут, просмотры добавляются, но глубина просмотра 1,8-2% от общей продолжительности ролика. Плейсмент и инфит инстрим. Я понимаю, что стоило бы, наверное, выключить инстрим, но тогда просмотры так туго идут. Какой вывод сделать? Ведь если подписываюсь, значит интересно. Нет, вывод, к сожалению, с YouTube рекламы, который я могу сделать, глядя всего на 2 ваши цифры, Google вам ботов присылает. В настройках выставлена особая аудитория, минус слова на уровне аккаунта, также проверяю, где именно. Буду благодарен за ответы. Смотрите, скорее всего, Google подмешивает вам на канал ботов. И это распространенная ситуация. Особенно, если глубина просмотра 1,8-2%. Я бы вам рекомендовал или очень сильно структурировать эту рекламу, инфит отдельно, инстрим отдельно, начать с более, там, например, не по аудиториям, а по поисковым запросам, по ключевым словам рекламу. Потому как очень вероятно, что к вам на канал заходят боты. Прям мега вероятно. Попробовать разные настройки компании, пока вы не добьетесь того, что люди, приходящие к вам на канал, имеют хотя бы какую-то вовлеченность, а не 2%. Так, Игорь. Сегодня проверил свою компанию с целью взаимодействия подписчиков. Заметил, что за $16 получено 14 подписчиков. Реклама в инфит Instagram, CTR 0.25. В настройках выставлен сигнал main, в котором собраны кастомные аудитории. Сейчас видно по статистике, что один интерес СМИ и развлечения показывается активнее всего. Ощущение, что Google просто сливает деньги. Правильное ощущение. Просто очень низкий CTR, и он почти не задевает другие более релевантные интересы. Как тут поступить? Сужать показ. То есть в случае вот вашем конкретном с YouTube рекламой на эту цель, вам нужно добиться того, чтобы на максимально узком таргетинге у вас хоть какие-то люди приходили вовлеченные, а потом уже расширять. И вот как раз по поводу InStream InFeed, да, InFeed, в InFeed будет меньше CTR, больше вовлеченность, в InStream больше CTR, меньше вовлеченности. Разделите их, одну компанию на то, одну на то. Я не в ведении. YouTube крайне медленно обновляет список подписок. Да, в этом проблема. И действительно, если сравнивать, смотрите, если вам удастся провести ряд тестов и обнаружить аудитории реальные из YouTube, которые идут, в чем как бы разница, смотрите. Google, он же хитрый, он прибыль свою увеличивает. Когда мы работаем, когда цель рекламы – это лидогенерация, заполнение формы на сайте, то Google не может, ну, он может, конечно, в наглую нам нагнать 90% фейк-лидов, но мы это быстро обнаружим, потому что мы лиды сразу видим, ага, фейковые, все, и принимаем действия. А в случае, когда Google гонит рекламу на подписчиков своего же сервиса YouTube, мы не можем там определить, сколько из этих подписчиков были реальными, а сколько нереальными. И тут у Google полный простор приводить кого угодно. Поэтому тут вот я бы вам советовал на малых оборотах посмотреть на то, как работает реклама, какой вовлеченность. Лучше малым ходом, но тестировать результаты. И параллельно органикой YouTube заниматься. Я запрещаю YouTube показывать на игры, все равно он может на него помогать. Конечно. Мне об этом беспокоиться или у всех так? У всех так. Это проблема прямо глобальная. И вот такого вот решения нажми 2 кнопочки нету. То есть реклама, если мы говорим о рекламе на YouTube, она должна, во-первых, разбавляться органическим продвижением на YouTube, иначе вы просто, это превращается в машину для выкачки ваших денег. Во-вторых, с четким контролем результативности, чтобы не было вот как вот аудитория развлечения, как у вас показывает в большинстве случаев, и все, эффективности никакой нет. Так, Тамара. 1. Google продолжает показывать нашу рекламу по запросам, которые являются минус-словами. Значит ли это, что в минус-словах нужно прописывать разные варианты? Например, facial Tiguan, facial. Да. Посмотрите еще раз урок про минус-слова. Я там в этом уроке говорю, что минус-слова работают не так, как ключевые слова. Ключевые слова смотрят на
разные, смотрит на разные варианты написания, минус слова действуют в точном соответствии. Да, нужно разные варианты. 2. Рекламные кабинеты сайт новые, поэтому аудитории малочисленные. Пытаюсь создать собственную аудиторию с помощью чата GPT. Создали пока 3 специальных сегмента. Но на другой вкладке при нажатии на аудиторию появляется надпись «У вас нет аудитории». Как правильно создавать через сегменты или используя вкладку аудитории? Опять же, смотреть курс сначала. Сегмент– это е- единица структурная, из которой состоят аудитории. Создавая аудиторию, вы ее наполняете сегментами. Сегментами своих данных, специальными сегментами, стандартными сегментами, и у вас появляется аудитория. Аудитория состоит из сегментов. Вот такая логика. Так, 3. Реклама запущена 12 июня. Никак не набирается нужное количество посетителей сайта для использования аудитории. И следить количество конверсий не удается. Стоп. Ауди... Не набирается нужное количество посетителей для аудиторий, и отследить количество конверсий не удается. Конверсии одно, аудитории другое. Конверсии вы можете отслеживать хоть одну, хоть две. Это целевое действие на вашем сайте. Аудитории работают, когда там минимум 1000 человек. Конверсия хоть одна может быть. Это разные абсолютно вещи. Иногда в отчетах видно по 1-2 конверсии. Окей. Не продолжать рекламироваться с целью клика или попытаться перейти на конверсию. Спасибо за разъяснение. Вы сейчас путаете 2 вещи, вот вы апельсины с зайцами путаете. Аудитории пока отложили, говорим о конверсиях. Анализируя конверсии, правильно настроенные целевые действия, вы сейчас уже даже при оплате за клики можете анализировать, по каким ключевым словам, из каких объявлений, из каких географических регионов, по каким аудиториям стандартным пришли эти люди. Уже. И уже оптимизировать свою рекламу. Не нужно ждать, когда их накопится много, я перейду на оплату, перейти на стратегию назначения ставок конверсии. Начните сейчас на этой стратегии оптимизировать свою рекламу. Это первое. Это что касается конверсии. Что касается аудиторий, ждите, пока накопится 1000. Пока не накопится 1000, они не станут работать. Так. Александр, сделал отдельное объявление в Гугле. При просмотре демо-версии Google не хочет открывать. Чтобы посмотреть объявление, добавьте объект мобильного приложения, название компании, логотип. Не понимаю, это только мне Google не показывает или всем? Тут идете в раздел «Траблшутинг» курса и смотрите урок «Мои объявления не показываются». И этот урок я начинаю со слов. Если вы решили, что ваше объявление не показывается, потому что в предпросмотре их нету, посмотрите, есть ли показы за период дат. Если показы не нулевые, ваши объявления показываются, просто предпросмотр глючит. Что требуется от меня для показа всех возможных вариантов объявлений? Что требуется от меня для показа всех возможных вариантов объявлений? Создать объявление. В этом спорте я около 5 лет, ни разу не сталкивался в своих рекламных кампаниях с такими просьбами. Как мне избежать подобных ситуаций? Ну, по описанию я чувствую, что это просто временный глюк предпросмотрщика объявлений. У вас же есть параметр: количество просмотров и процент полученных показов в поисковой сети. Если эти 2 параметра, с ними все окей, забейте на предпросмотр. Так, Андрій, якщо мені потрібно зібрати ключові фрази для ринку Польщі на українській та англійській мовах, які інструменти найбільш актуальні на сьогодні? Планувальних ключових слів, де ви вибираєте Польща, українська мова збираєте, потім Польща, англійська мова збираєте. Планувальник ключових слів Google Ads. Актуальний і в минулому, і в майбутньому. Так, 30 можна мені ссылку теж, пожалуйста. Що? Не знаю, что написано. Можно мне ссылку тоже, пожалуйста? Можна. Не підготував. Окей. Дальше. Чтобы увеличить доход, как открывают 2-3 магазина на рынке? Также стоит ли в Google открывать 2-3 сайта?
Или можно с одного сайта получить доход, как 2-3 магазинов? Спасибо заранее. Очень мировоззренческий вопрос. Значит, смотрите, если мы говорим о масштабировании, то первый шаг масштабирования – это когда мы становимся лидером рынка и захватываем за счет лидерства. То есть мы строим такой маркетинг, чтобы люди к нам возвращались, покупали, и наше имя становилось знаменитым, грубо говоря. Да? Это первый путь. Это путь одного магазина. Есть второй путь. Но даже если мы лидер на рынке, мы знаем, что люди любят выбирать. Даже любители Кока-Колы иногда покупают Пепси. Другой путь – это создание 3 правильных магазинов, чтобы у людей создалась видимость выбора. А я куплю не в этом, а в этом. А все 3 принадлежат одному владельцу. Это как в свое время Zara, Stradivarius, Pull&Bear. Это все принадлежит одному владельцу. И все расположены в торговых центрах обычно рядом. Для того, чтобы человек идет, сегодня не там, а там куплю, но в один и тот же карман деньги идут. То же самое в вашем случае. Да, это одна из стратегий масштабирования, создания новых сайтов. Есть одно но. Когда вы эти сайты начинаете рекламировать в Google Ads с разных аккаунтов, это подпадает под политику, называющуюся double serving, двойное обслуживание. Это или монополизация выдачи. Правилами Гугла это запрещено. То есть как только какой-то конкурент поймет, что это один и тот же бизнес, просто у него 3 сайта, и пожалуется в Google, после проверки есть вероятность, что Google вас забанит. То есть, делая это, нужно понимать, что вы таким образом нарушаете правила Гугла, и рано или поздно вы можете быть забанены. Все сайты, все рекламные кабинеты. Главный вопрос – когда? Это может случиться через неделю, через месяц или через 10 лет. Но рано или поздно это случится, скорее всего. Поэтому, то есть, это тоже путь масштабирования, создания нескольких сайтов и реклама их. Это путь. Так делают. Но нужно брать на себя риски и понимать, что до поры до времени. Александр. Добрый день, добрый. Подскажите, куда копать, если в магазине нет продаж? Цены ок, формы, кнопки работают. Настроен шопинг, PMax. С виду все ок, продаж нет, корзин тоже. Заранее спасибо. Первое. Ставите на сайт Microsoft Clarity и Hotjar. Это инструменты слежения за пользователем. И смотрите, как ваши пользователи лазят по сайту. Куда они смотрят, куда они обращают внимание. Шаг 2. Берете или сами садитесь, или садите какого-то знакомого и даете ему задание. Вот что вы там продаете, я не знаю. Допустим, кроссовки Nike. Найди кроссовки Nike и выбери вот такую модель, где ты купишь в каком интернет-магазине. И наблюдайте, как он это делает. Или сами делайте. То есть ты вводишь название товара наверняка, да, открываешь 3, 4, 5 конкурентов, которые тебе высветились, быстро на них смотришь и принимаешь какое-то решение. И вот обычно на таком тесте сразу же становится понятно. Например, у всех цена там $100, у тебя 110. Ну, камон. Почему человек купит? Или у всех доставка 2-3 дня, у тебя 7-10. Или у всех описание товара все есть, а у тебя выглядит как подделка какая-то. То есть, скорее всего, есть что-то в сайте, что людей отталкивает. Это можно найти с помощью инструментов слежения за пользователями, такие как Microsoft Clarity и Hotjar, и с помощью повторения действий пользователя. Вводим ключ, то есть моделирование, как пользователь себя ведет. Можно делать это самому, но мы обычно сами предприниматели замыленные. Лучше посадить какого-то жену, мужа, племянника, кого угодно, и сказать, тебе нужно найти, вот что вы там продаете. Ищи, а я понаблюдаю. И все. И смотрите. То есть, скорее всего, проблема в самом, даже не в технической реализации сайта рекламы, в самой сути предложения, в том, как вы обыгрываете это предложение, как вы обыгрываете этот товар. В следующий раз, кстати, если, кстати, вот, Александр, если вы тут, можете прям в комменты ссылку на сайт кинуть, я посмотрю его. Или можете в следующий раз вопрос прям скинуть ссылку на сайт. Сергій. Як зрозуміти, де зливається бюджет? Магазин меблів. Куди дивитись в першу чергу?
Дивитись в першу чергу модуль траблшутінг курсу, в першу чергу. Далі, тобто дивитись уроки модулю траблшутінг, там, де в тому числі є розділи. Зливаються гроші, заказів нема. Тепер, повторюючи цей модуль, пришвидшено. Які товари показувались, по яким були конверсії, по яким не було конверсії, просто з'їдалися гроші. Пошукові запити, по яким були конверсії, по яким не було. Географія, регіони, де було, де не було конверсій. Аудиторії, якщо було налаштовано спостереження, які як конвертувалися. Ну, от ці 4 пункти вже вам дадуть змогу картину зібрати. Ирина, как понять, что Performance Max принимает правильное решение по размещению рекламы? По деньгам в кармане. Если рекламная кампания принесла больше денег, чем потратила, и хорошо больше, и бизнес от этого прибыльный, значит хорошо. Как управлять логикой PMax? Креативы, аудитории, какими конверсиями мы ее кормим. Да, на вход в PMax мы можем дать креативы, аудитории, если это интернет-магазин, фид. Вот фидом, креативами, аудиториями. И конверсиями. Какие это конверсии? Покупка, оформление, заказ, финальная оплата. Вот так можно управлять. Так, друзья, вопросов из формы больше нету. Теперь вопросы из чата. Чи можна в Google Ads пошуковій рекламі налаштувати так, щоб платити виключно за конверсії? Ні. Ви завжди платите за кліки. Оптимізація може йти по конверсіям, але ви завжди платите за кліки. Бо питався ChatGPT, що можна, проте ніколи нічого не можна. Кая, можно ли брать из поисковых запросов ключевые слова, меня касающиеся, вставлять в Google и смотреть, кто из конкретно использует эти слова? Или это не работает? Можно, конечно. Чего нет? Это исследование конкурентов, конечно. По фейковим заявкам ми увесь комплекс робимо. І ERP у тому числі. Клас. Підкажіть по вебінарам, як краще виглядатиме воронка? Буде поганенько, якщо на вебінар прийде 4 людини. А я вам так скажу, на перший ваш вебінар прийде навіть не 4, 2 людини. На другий. У мене, коли я починав проводити вебінари в далекому 2019 році, у мене на перші вебінари там 1-2 людини, потім 4, 8, потім раз 300 в один момент прийшло. Воно так працює. Ви будете працювати в холосту, поки не наб'єте шишок, поки не зрозумієте. Тобто вам же ж потрібно, дивіться, скільки пазлів зібрати. Вам треба зібрати, по-перше, яка тема вебінару стригерить вашу аудиторію, щоб вони взагалі записалися. Другий елемент пазлу. Як зробити, щоб ці люди дійшли до вебінару? Тобто з моменту реєстрації до моменту вебінару повинно їх прогрівати якимось цікавими фактами. Як зробити не так, щоб вони на вебінарі затримались? Це вже мистецтво драматургії і ораторське мистецтво. І як зробити, щоб вони потім записалися, купили? Тут спочатку просто тупо проводити хоч якісь. І 4 людини, які, повірте мені, 4 людини, які подивляться ваш вебінар, якщо це цільові люди, це вже перемога. Тому що ви вже зрозумієте, що, як, особливо, якщо ви з ними будете комунікувати, з 4 цими людьми там. О, Миколай до нас зайшов, розкажіть, що у вас за бізнес. Мега. Навпаки, мало людей, комунікуйте з ними, і ви з цих вебінарів зможете гарно продавати. А потім, звісно, буде більше. Ну, я не знаю компаній, які з нуля починали проводити якісь навчальні вебінари, і що у них з ходу там мільйони підписників, мільйони чи навіть тисячі цих відвідувачів. Всі починають з малої кількості. Оливия, как вы считаете, есть ли смысл добавлять ссылки на YouTube Performance Max? Ссылки на YouTube в Performance Max. А зачем? Добавлять видео в объявление Performance Max?
Лучше видеорекламу отдельно запустить. Ну, как бы вы можете добавить в Performance Max ее. Но, опять же, очень много вопросов. Смотрите. Я знаю лично, я аудировал бренды, у которых видео офигительного качества. Там, кроссовки, ножи туристические. И там просто благодаря этим видео летела вся компания. Но при этом я еще больше видел вариантов, когда не очень качественные видео не давали никакого эффекта. Попробуйте. Что значит, Максим, limited by bit strategy в статусе компании? Это означает, что Google не может показывать компанию всем людям, которые вводят эти ключевые слова, из-за того, что ваши ставки по ключевым словам слишком низкие. Вот так. Владимир, вы на последних вебинарах давали протокол оптимизации сайта. По-моему, на основе AI. Не могу найти нигде. Можно получить ссылку. Я его даю, да, я его давал в этом, на старте, когда он был создан. Сейчас он часть курса Search AI Formula OS. Заходите в Search AI Formula OS курс, там есть раздел про оптимизацию сайта, там есть протокол по оптимизации сайта. Если не найдете, напишите куратору, куратор поможет найти. Так, как лучше делать рекламу на Google, если все товары на предзаказ? Интернет-магазин мебели в Европе. Вам нужно два типа конверсии. Первый тип конверсии – это, собственно, заполнение формы предзаказа. Вторая конверсия, офлайн конверсия – это финальный заказ. Тогда вы будете видеть, сколько людей оставили заявку, сколько людей в итоге купили. А дальше любую рекламу. Кая, если реклама новая с июля, с нуля, достаточно ли для запуска 2 кампании? Конечно, достаточно, чего нет. Нужно запустить больше. Идея в том, что вы запускаете с ну, опять же, помните, как я в курсе говорил? Время – деньги. Есть люди, которые говорят, слушай, деньги не вопрос, но через месяц мы должны инвесторам показать продажи. Денег у нас много. Нам нужно через месяц, чтобы инвесторы сказали, о, красавцы, взлетели. Масса компаний. А есть вариант, второй, когда денег у меня сейчас немного, и мне не нужно через месяц огромные продажи никому показывать. Я сам себе бизнесмен, сам себе предприниматель. Как мне начать эффективно? Эффективно – это с малого числа компаний постепенно увеличивать. Вот так. Так. Окей. Друзья, если у вас еще есть какие-то вопросы, то вот в чат задавайте. Давайте так, финальную порцию вопросов прямо сейчас задаете в чат, і після цього будемо прощатися. Так, підкажіть, чи є ще спосіб зробити скаргу на конкурента, окрім того, щоб на 3 крапки, коли показується реклама, натиснути? Тому що конкурент робить 2 сайти і просто канібалізує видачу. Тільки 3 крапки і там. Зараз я перевірю. Раніше була форма окрема. Зараз я перевірю. Ні, нема вже цієї форми. Тільки через 3 крапки. Знаєте, що це називається double serving? Подвійне обслуговування, якщо дослівно переводити. Double serving. Так, друзья, вопросов больше вижу нету. Значит, супер. Мы с вами сегодня мега продуктивно поработали. У меня аж горло болит. Столько так, робили вже по 5 скарг. Нічого не міняється. Ну, скоріше за все, це автоматика спрацьовує. Продовжуйте скаржитись, нові аргументи прописуйте, тобто треба пройти автоматику. Ну, на жаль, або на щастя, Google компанія з топ-5 маркетингової капіталізації в світі. І у них не вистачає людей, щоб перевіряти всі скарги по всій планеті.
Тому працює автоматика здебільшого. Окей, друзі. Дякую вам теж за увагу. Всім гарного вечора. Увидимся, друзі. Всім пока.